Привет всем, армия! Пока мы продолжаем ждать новостей о Тэхёне, стоит вспомнить моменты, которые, несмотря на кажущуюся простоту, многое говорят об отношениях Чингука и Тэхёна. Например, когда вся группа собирается вместе, в то время как некоторые, кажется, спешат, Чингук продолжает оглядываться по сторонам, словно ища кого-то. Что бы ни происходило вокруг, Чингук всегда находит способ немного замедлить шаг, как будто его темп автоматически меняется, когда он ждет Тэхёна. Остальные начинают двигаться, покидая территорию в определенном темпе, но он остается на месте, потому что через несколько секунд появляется Тэхён, идущий чуть позади. Чингук поворачивает голову и вместо того, чтобы продолжать идти вперед, как остальные, он замедляет шаг без особых раздумий. Не потому, что кто-то его просил или потому, что он должен был, а просто потому, что ему так захотелось. Когда они наконец сближаются, они начинают идти вместе к машине, как делали много раз раньше. Нет никакого напряжения или необходимости действовать. Просто привычка, разделяемая двумя людьми, которых связывает нечто большее, чем дружба. Именно по этим маленьким жестам мы можем видеть, насколько естественны их отношения, потому что Чингук всегда был таким с Тэхёном, и Тэхён был таким же. Подобная ситуация не нова. Те из нас, кто давно следил за Тэхёном, поняли, что их близость не является чем-то новым или мимолетным. Это неизбежность, которая сохраняется годами. Один из самых обсуждаемых моментов был в аэропорту, где Чингука видели очень близко, он даже слегка обнимал Тэхёна. Оба выглядели расслабленными и комфортными, как будто быть рядом друг с другом было самым естественным для них. В этот момент Тэхён погладил Чингука по голове простым, но многозначительным жестом. Он не делал этого для камер или потому, что люди смотрели. Он сделал это, потому что хотел, потому что так они общаются, без необходимости слов. Эта естественность делает их отношения такими особенными, потому что некоторым парам не нужны экстравагантные жесты для выражения чувств, и Тэхён определенно один из них. За эти годы они ясно дали понять, что их отношения – это не игра или роль, это настоящая, крепкая и постоянная связь. Общение всегда одинаковое, с какой-то молчаливой привязанностью, которая ощутима даже в окружении других. Даже когда рядом другие участники группы, Чингук, кажется, всегда уделяет Тэхёну внимание, и Тэхён понимает это без слов. И пока многие все еще ждут официального подтверждения, другие просто обращают на него внимание, ведь когда что-то искренне, это не нужно объяснять словами. Чингук и Тэхён не делали никаких громких заявлений о своих отношениях, но им это и не нужно. Их поступки, то, как они проводят время вместе, и даже самые незначительные детали говорят сами за себя. Теперь, говоря об обновлениях Чингука о песнях, которые он публикует в своих историях в Инстаграм, я больше не хочу на эту тему останавливаться, но, по правде говоря, я видел, как некоторые шипперы выдвигали безумные теории, и я думаю, что есть некоторые вещи, которые нужно прояснить. Потому что все должны понимать, что Чингук открыл свой новый аккаунт в Инстаграм и может делиться всем, чем захочет. Если он публикует определенные песни в своих историях в Инстаграм, то это исключительно потому, что они ему нравятся в данный момент, а не для того, чтобы передать сообщение фавориту или кому-то еще. Например, некоторые говорят, что раз Грейс Абрамс поделилась фотографией фавориту с концерта в Лас-Вегасе в 2021 году, то это потому, что он влюблен в них. Это как-то связано с Чингуком. Я также видел, как люди говорили, что Чингук поделился песней «Спа» «Инверно», потому что он выложил ту же песню несколько дней назад, что просто смешно, потому что на самом деле Чингук делился песнями просто потому, что ему так захотелось. И важно то, что Чингук и Тэхён глубоко уважают карьеру друг друга и всегда поддерживают друг друга. Как человек, который верит в Тэхёна, но не является фанатичным шипером, я поддерживаю их как пару, так и каждого в отдельности. Если проанализировать песни, которые Чингук опубликовал в своих историях в Инстаграм, то это те же песни, которые слушает и которыми делится Тэхён. У них одинаковая атмосфера, потому что они, по сути, делятся одним и тем же плейлистом, о чем также говорили Джей Хоуп и Фаворита. Они ни с кем не делятся своими плейлистами. Тэхёна и Чингука объединяет не только музыка, их объединяет то, как они понимают и поддерживают друг друга. У Чингука и Тэхёна отношения, выходящие за рамки того, что кто-либо может себе представить. Они глубоко знают друг друга и глубоко уважают друг друга, что позволяет им иметь личное пространство без проблем, но при этом они всегда рядом. И не случайно их музыкальные вкусы совпадают. Они проводят много времени вместе, говорят о том, что им нравится, и делятся моментами.
Когда мы говорим об их отношениях, речь идет не только об обмене музыкой, есть естественное доверие и близость, которые очевидны во всем, что они делают. Например, когда Чингук что-то публикует в Инстаграм, это часто то, что нравится Тэхёну, или то, чем они наслаждались вместе. Это не что-то запланированное или задуманное как секретное сообщение, это просто их способ общения, простые жесты и обмен тем, что им нравится. Более того, они глубоко уважают личное пространство друг друга и умеют разделять личное и рабочее, поэтому не ввязываются в сплетни и драмы. Хотя некоторые любят выдумывать истории, правда в том, что отношения Тэхёна основаны на доверии и взаимной поддержке. Поэтому, чтобы понять Тэхёна, нужно увидеть, как они дополняют друг друга и как им нравится общество друг друга без каких-либо сложностей. Они – два человека, которые уважают и любят друг друга, и это очевидно в каждой детали. Не нужно преувеличивать или выдумывать истории, чтобы увидеть настоящую связь. Так что не дайте себя обмануть бессмысленным теориям. Чингук делится в социальных сетях своими желаниями, и если это совпадает с интересами Тэхёна, то это потому, что у них так много общего. Поддерживать Тэхёна значит признавать, что они сильная и искренняя пара. Они уважают и поддерживают друг друга во всех отношениях, и это самое главное. Есть что-то, что всегда бросается в глаза, когда начинаешь смотреть видео с Тэхёном и Чингуком, и это то, что, независимо от того, кто они и когда их снимали, есть что-то особенное в том, как они двигаются вместе, как будто они говорят на каком-то секретном языке. Это не наигранно и не преднамеренно, как будто их тело знают, что делать, не задумываясь, как будто каждый шаг или жест исходит из глубоко личной, почти автоматической привычки. Где бы они ни были, в окружении людей или перед камерой, они ведут себя так, будто мир принадлежит им. Когда один протягивает руку, другой готов принять ее без колебаний, и когда один делает шаг вперед, другой следует за ним, не оглядываясь. Это не хореография или сценическое действие, это скорее молчаливая рутина между двумя людьми, привыкшими двигаться вместе, как будто они одно целое. С Тэхёном их объединяет не только музыка, хотя они оба любят ее и разделяют впечатляющий талант, но то, как естественно они сопровождают и понимают друг друга. Чингуку и Тэхёну не нужно постоянно говорить, чтобы знать, что чувствуют друг друга. Они могут часами заниматься разными делами и при этом поддерживать настоящую связь без необходимости объяснять это. Обычно можно увидеть между ними небольшие жесты, которые, хотя и едва заметны, говорят о многом. Легкая улыбка или легкое прикосновение к руке могут говорить о многом, и хотя иногда кажется, что они пытаются быть незаметными, связь проскальзывает между движениями и молчанием, как будто невидимая нить держит их рядом. Кто-то может сказать, что все это часть игры, стратегия или просто фан-сервис, но стоит только внимательно понаблюдать за ними, чтобы понять, что происходит что-то более глубокое. Мы не смотрим шоу, и они не устраивают шоу, чтобы кого-то развлечь. То, что вы видите между ними, реально. Это динамика, рожденная повседневной жизнью, доверием и временем, проведенным вместе. Есть детали, которые раскрывают их, например, их схожие вкусы. Это не кажется совпадением, потому что они проводят много времени вместе, разговаривают, открывают для себя что-то интересное для обоих и делятся моментами, которые постепенно сближают их. Это не просто близость, это связь, которая строится на протяжении всей жизни. И, несмотря на близость, они умеют уважать личное пространство друг друга. Чингук может быть в своем мире, сосредоточенным на том, что ему интересно, и Тэхён ему это позволяет. Точно так же Тэхён может искать тихие моменты, и Чингук понимает это без объяснений. Нет никакого давления или зависимости, есть доверие, и это происходит только тогда, когда есть прочная основа, что-то сильнее, чем кажется на первый взгляд. Всякий раз, когда они близки, даже когда они не прикасаются друг к другу, между ними есть какая-то нежная, но постоянная энергия, общее присутствие, которое не навязывается, потому что не каждый достигает такой близости без слов. Это происходит, когда есть история, привязанность и связь, которая не исчезает со временем. И да, некоторые предпочитают говорить о Чингуке, но когда речь заходит о Тэхёне, нельзя отрицать. В нем есть что-то, что выходит за рамки профессионализма, за рамки сцены или камеры. Это образ жизни, способ быть друг с другом, способ выбирать друг друга, тот, который запечатлен снова и снова.
Потому что их связь не нуждается в громких заявлениях. Она в том, как они смотрят друг на друга, когда думают, что никто не видит, в объятии, которое длится не больше секунды, в том, как они приближаются друг к другу, не привлекая внимания. Эту связь невозможно описать словами. Она определяется постоянными, молчаливыми действиями. Чингук и Тэхён важны друг для друга, это неоспоримо. Не потому, что они говорят об этом, а потому, что они доказывают это снова и снова. И когда вы посмотрите на них с открытым сердцем, вы поймете, что между ними не просто привязанность. Это смесь дружбы, уважения, нежности и любви. Let them tell you that you can't never say never and turn your mind into the truest to go-getters.